между Коколой и Оллилой на другой стороне железной дороги есть одинокий хутор Куусела. Меня он привлек своим вниманием тем, что действительно в округе нет никаких домов, абсолютно никаких. Вот эта граница проходила уже в финские времена. Здесь была, кстати, лесопилка, Саха написано, и все. А домов никаких нигде не обозначено по другую сторону железной дороги, которая не морская. На морской стороне очень много всего. А на не морской стороне только вот начиная ближе к Киломякам обозначены дачи. И я решил изведать, что это за одинокий хутор. Я добрался туда на велосипеде, дорога там хорошая, и вот если сравнить с современной картой, вот дорожка, тропинка и даже бугорок такой сохранился. Переключаем с современной карты на старую, и вот можно видеть. И я посетил там интересный фундамент. Потом уже сейчас я забрался на сайт tirokisb.ru и там нашел в архиве карту межевания этих мест. И вот он, Куусела под номером 134, самый дальний. Это карта Коколы, карта межевания, составленная Кяхинен, исследовательницей финской. И вот также здесь я открыл ссылку, и можно видеть имя владельца, перевел, и читаем. К северу железной дороги находится поселение, дом Йоэля Вейялайнина. Последние годы он был не заселен. Вот. И дальше я по имени и фамилии произвел поиск по Гуглу, и мне выпал интересный PDF-документ, и где я нашел также о нем информацию, о нем и о его доме. Вот, Йоэль Вейялайнин. Это, кстати, из газеты Тереоки, которая уже после войны выпускалась аж в 70-х годах 20 века, то есть газета со воспоминаниями, вот, 970 год. Интересно очень посмотреть на нее. И что я перевел, вот что написано было в ней, можно прочитать. То, что действовала среди молодежи сельскохозяйственная ассоциация, и в штате ассоциации был постоянный советник клуба. Например, в 1938 году в Коколе в доме Йоэля Вейялайнина проходили курсы по выращиванию фруктовых деревьев. Вот. То есть в его доме проходили курсы по выращиванию фруктовых деревьев. То есть, видимо, там выращивались какие-то интересные сельскохозяйственные деревья. И дальше еще одна ссылка меня привела от его имени и фамилии на также еще очень интересный сайт. И здесь различные фотографии. Я нашел даже его фотографию. Начнем с вот это вот его, получается, дочка, видимо, сестра хозяина Эйра Вейялайнин. Хозяина именно фотографии перевел, вот более крупным планом. И вот это вот мне так кажется, я более чем уверен, что это и есть этот дом. Хутор Куусела, вот он, дом, фундамент которого я посещал. Смотрим следующую фотографию. Вот, это он сам, владелец, также я вот здесь перевел. Вот он, отец владельца фотографии на кладбище. То есть, то ли там жену, ну, короче, кого-то он там хоронил, и вот фотография на кладбище. Вот владелец этого дома, Йоэль Вейялайнин, собственной персоной. Мне удалось даже найти его фотографию, очень, конечно, интересно. Также на базе данных Карелии нашел то, что он вот в 21 году, получается, женился, судя по переводчику. В оригинале так можно посмотреть, вот. И также вот еще одна фотография. Его семья, как здесь правильно перевести, вот, обрабатывает землю клуба. Владелец фотографии — светловолосая девочка на левом краю. То есть вот это вот. Ну, она, получается, потом выросла и загрузила эту фотографию на сайт, как я понял. А вот это вот именно этот дом Йоэля Вейялайнина, фундамент, который я посещал. Вот он сам, этот Вейялайнин, на старой фотографии. И также еще одна фотография, его семья и еще какого-то Анти около 30-го года. Это вот они, и вот и семья Йоэля Вейялайнина,
из Кокола. Это они в Тереоках фотографировались. Вот он, собственно, персоной. Вот он, владелец. Было у него, видно, много детей. А вот, может быть, да, вот, наверное, его жена, получается. Вот такая вот интересная история одного дома. И от него сейчас остались интересные развалины и кабаньи места. Фундамент финского дома. Хутора Кусела. Находится около Коколы. Приехал я сюда по хорошей очень дороге лесной. И вот, наконец-таки нашел фундамент. Старые кирпичи. Пока что не понять, что тут написано. Так, а вот здесь вот Бере Харчевы. Харчевы. Вот, короче, какая старина. Дореволюционный кирпич. Интересно, что здесь было. Здесь обозначено вот это здание с такой черной, ну, короче, черным цветом обозначено. Ну, вот черным прямоугольником. И еще некоторые здания рядом обозначены без черного прямоугольника, белым прямоугольником. Может, какие-то дополнительные постройки? Их нету. Короче, вот загадочные кирпичи. Вот ради этого стоило изведывать. Вот ради этой загадки. Ну и как бы вот память, история. Как же круто в 21 веке, в век цивилизации, найти вот такой дореволюционный кирпич в таком загадочном месте, в 2 шагах от цивилизации, в курортнейшем месте города. Вот это, по-моему, от печки остатки. Да, интересно. Я думал, что я ничего не найду, а я вот такую нашел загадку. Круто. Так что нужно искать и находить. Это, по-моему, от проводов. Это уже современное. Наверное, после урагана 2010 года остался. Вот это вот наверняка старое. В стороне от фундамента находится вот такое вот углубление. Интересно, что это, может быть, колодец. Ну и, конечно же, поля, что свойственно хуторам. Так, а вот и, кстати, еще одни остатки фундамента, по-моему, если не ошибаюсь. Да, круто. Здесь кабаны хозяйничали, я видел следы кабанов в таком месте рядом с дорогой, с оживленным Зеленогорским шоссе. Колодец дореволюционный, наверное. Бутылка загадочная. Так, ну вот и как бы второй фундамент. Вот здесь были обозначены 2 здания. Ну, еще помимо вот этого большого. Вот там в кустах то большое здание. Вот. Это Харчев, где же ять. Поэтому это Харчев. Вот. Ну вот, короче, в принципе, все. Такая вот загадка. Кто если будет идти, там не по бурелому идти нужно, не по мертвому лесу, вот, не по еловому, а вот здесь чуть дальше пройти, и здесь через поле, короче, полузаброшенная такая дорога есть, ответвляется от основной, вот. А вот и дорога до хутора от основной дороги, вот, очень даже хорошая, легко можно дойти. И вот какая хорошая дорога до дома.
Вот, здесь можно видеть интересные окружности. И вот это вот еще очень интересно. Что же это было? Такая вот загадка. И вот тут вот еще одна такая, уже больше прямоугольная. Вот и все.